Верования славян уходят корнями в воззрение древних индоевропейцев. Именно поэтому древнеславянская система имеет очень много общего с мифологическими системами Индии, древних германцев, кельтов, греков и римлян. Разделение произошло во втором тысячелетии до нашей эры, а в 988 году князь Владимир Святославич принял решение о крещении своей земли. На смену язычеству пришло православие. Однако и после этого многие черты народной мифологии сохранялись в обрядах, поверьях, сказках, загадках и других произведениях народного творчества. По мнению исследователя славянского язычества академика Рыбакова, последующие взгляды, сюжеты и мифы не стирали предыдущие, а наслаивались на них и продолжали сосуществовать с ними. Сегодня мы с вами погрузимся в славянскую мифологию и узнаем получше пантеон славянских богов. Основатель мироздания и его сущность, создатель мира и отец первого поколения светлых богов. Самый главный бог – это бог Род. Он создал небо, землю, горы и реки. Населил все это животными, рыбами и насекомыми. Род поделил мир на 3 части. Правь – мир, в котором жили его дети, боги. Явь – наземный мир, который заселили животные, а затем и люди. И Навь – мир мертвых, оплот тьмы. Именно от слова «род» идут слова «природа», «родина», «плодородие», «урожай». Род посадил мировое древо, дуб, который кроной своей обуял высший мир. Стволом своим пронизал мир земной, а корнями ушел глубоко в мир подземный. Согласно верованиям славян, именно Род посылает с небес на землю души людей, когда рождаются дети. Все было хорошо в мире, но как-то неупорядочено, ведь некому было следить за законами этого мира. И тогда единый бог Род создал Сварога, великого бога-кузнеца, сковавшего остальные цепи, связывающие между собой все элементы мироздания. Сварог – это бог небес, отец света, являющийся прародителем проявленного мира, сковавший на заре творения Вселенной все сущее. Если Род-творец положил начало нашему миру мыслью своей, намерением, побудив к проявлению все существующее во Вселенной, то Сварог продолжил великий акт творения мироздания, богом Родом начатый. Так и воля бога Рода к сотворению мира проявилась в сыне его Свароге, который воплотил волю прародителя в жизнь, сотворив весь материальный мир. Род упоминается в летописях с главными божествами вместе с рожаницами, сопровождавшими его женскими божествами. Рожаницы определяют судьбу ребенка при рождении, а также участвуют в рождении всего живого на земле. Рожанец было 3 – Лада, Леля и Макаш. Макаш, по другим сведениям Мокаш, богиня судьбы, прядущая путь души в земном воплощении. Она управляет деторождением, а также является хранительницей рода и домашнего очага. Макаш почитают как богиню земного плодородия, водной стихии и покровительницу матери сырой земли. Она является дочерью бога Рода, как женская ипостась, созидающая силы Творца мироздания. Макаш – это единственная богиня, имя которой было упомянуто в повести временных лет, где описывается пантеон богов Древней Руси. Из дыхания Рода появилась богиня любви, красоты, процветания, благополучия и плодородия – Лада. Лада-матушка – покровительница семейных союзов, поддерживающая лад и мир в доме. Она сохраняет в гармонии и равновесии все мироздание с начала времен. Все существующее в мире находится под ее покровительством. Третья рожаница – Леля. Богиня весны, молодости, красоты, символизирующая силы обновления в природе и плодородие земли-матушки. Богиня Леля – олицетворение чистой любви и юности, искренних чувств и светлых порывов души, шествующая по миру вместе со своим верным спутником Ярилой Солнцеликим и пробуждающая природу от долгого зимнего сна.
Леля – дочь животворящей силы мироздания, праматери Лады и праотца нашего мира, верховного бога Сварога. Ее брат Лель является покровителем юных влюбленных, а также первых полевых всходов весенней порой. Его описывают обычно как подобного Купидону или Амуру из древнеримской и древнегреческой мифологии. Леля и Лель также являются защитниками детей, оберегающими их своей теплой заботой и мудрым покровительством. Они распространяют возрождающую силу весны в природе, наполняя людские сердца теплом и светом. Бог Род породил Сварога и Ладу, которые на свет явили сына светозарного солнцеликого Дождь-бога. Дождь-бог – бог солнца и белого света в русской ведической традиции. Бог светлый, отделяющий явь от нави, свет от тьмы и день от ночи. Он – суть защитник и хранитель жизни, податель благ, наделяющих жизнью весь явный мир. Он также почитается как покровитель природы, олицетворение тепла и света солнечного. Владыка ветров, всегда готовый прийти на помощь богам в их противостоянии силам темной нави – Стрибах. Рожденный искрой света от удара молота Сварога по камню Алатырю. Стрибах властвует над воздушным пространством, простирающимся между небом и землей, где по его велению веют ветры, стрибожьи внуки, стремительные и вольные. В книге «Песни птицы Гамаюн» описывается его рождение от дыхания бога рода. Он – суть воплощения вечного дыхания Творца мироздания. Вместе с Перуном они управляют всеми природными явлениями, которые происходят по их воле в воздушном пространстве. Под покровительством Стрибога находятся все духи воздушной стихии, а также птицы. Непоседливым, переменчивым, безмятежным и свободолюбивым нравом отличается Стрибог. Вольный, стремительно преодолевающий все преграды на своем пути бог ветров. Он – суть сила движения и перемен во Вселенной. Бог Перун – один из главных светлых богов древнерусского ведического пантеона. Бог-громовержец, оберегающий явный мир от Навного и на границе сей порядок устанавливающий. Он контролирует соблюдение миропорядка во Вселенной. Перун ведет свое небесное воинство против сил темной Нави и является покровителем сословия воинов в мире явном. Он хранитель порядка и блюститель справедливости. На Руси почитался как бог княжеской дружины. Он та сила на границе Нави и Яви, что не позволяет темным силам Навного мира проникнуть в Явь и нарушить гармонию мироздания. Семаргал – бог огненной стихии русского ведического пантеона, покровительствующий огню первозданному, огню домашнего очага, дарящему тепло и свет. Огнебог Семаргал – исток животворящей силы, ибо без тепла и света нет жизни на земле. Без него не проходит ни одно священнодейство. Его призывают на всех традиционных народных праздниках. Покровитель Междумирья Велес. Ему подвластны и Навь, и Явь. Он – бессменный страж на границе миров, духовный наставник, покровитель волхвов, бог-кудесник, предводитель чародеев и волшебников, скотий бог, владыка животного мира, бог Нави, владыка подземного царства и морских глубин. Сын Велеса Велимудрого Ярила. Богиня Леля – это супруга Ярили. Ярила – светлый солнечный бог, ответственный за цветение весеннее, земледелие и плодородие земное, возрождение сил живительных, землю нашу по весне наполняющих. Богиня Марена – дочь Сварога и Лады Богородицы, славянская богиня зимы и смерти. Ее сестра веселая Лёля – богиня весны, и добрая Жива – богиня лета. Как так вышло, что Марена, рожденная среди светлых богов, стала властительницей мира Нави? Однажды 3 дочерей Сварога и Лады похитил скипер змей, посланник хаоса.
Лёля, Жива и Марена были превращены в страшных чудовищ и служили скипер-змею, пока он не был повержен. Тогда боги Перун, Велес, Трибах и Хорс освободили сестер, расколдовали их и вернули им прежний образ. Однако сердце богини Марены так и осталось темным, и она ушла в Навь. Сейчас богиню Марену считают женой Чернобога, властителя Нави. С именем Марены созвучны многие страшные слова – мор, морок, мрак и даже смерть. Богиню Марену побаивались, однако уважали, особенно на севере, где сильна власть долгой зимы, помнили о важности обращения к богине Марене. В мифологии Хорс – бог солнечного диска, однако важно понимать, что он, будучи представленным в форме солнца, является собой преобразующую силу между землей и истинным солнцем. Сын рода, бог Хорс, каждое утро поднимает свою золотую ладью, в которой восседает солнце, на небесный свод и дарит свет и тепло, озаряя просторы земли матушки, благими лучами живительными ее одаривая. Кроме персонажей высшей мифологии богов и богинь, славяне населяли также свой мир и менее значительными существами – русалками, лешими, водяными, домовыми, овинниками, банниками и целым рядом других мелких божков и духов. Мы рассмотрим только некоторых из них. Согласно древнегреческому мифу, Алкиона, супруга фессалийского царя Киика, узнав о гибели мужа, бросилась в море и была превращена в птицу, названную по ее имени Алкион или зимородок. В русский язык слово «алконост» вошло в результате искажения старинного высказывания «Алкион есть птица». Славянский алконост – райская птица с удивительно сладким, благозвучным голосом. Она откладывает яйца на морском берегу, потом погружает их в море, и волны успокаиваются на неделю. Когда из яиц вылупляются птенцы, начинается шторм. В православной традиции алконост считается божественным посланником. Она живет на небе и спускается вниз, чтобы донести до людей высшую волю. Крылатая змея с двумя хоботами и птичьим клювом живет высоко в горах и периодически совершает опустошительные налеты на деревни. Тяготеет к скалам настолько, что даже не может сесть на сырую землю, только на камень. Аспид неуязвим для обычного оружия. Его нельзя убить мечом или стрелой, а можно лишь только сжечь. Название от греческого аспис – ядовитая змея. Разновидность проказливого лесного духа, маленького пузатого с круглыми щеками. Не спит ни зимой, ни летом, любит морочить голову людям в лесу, отзываясь на их крик «ау» со всех сторон. Заводит путников в глухую чащу и бросает их там. Славянская ведьма – популярный фольклорный персонаж. Обычно изображается в виде противной старухи с растрепанными волосами, крючковатым носом, костяной ногой, длинными когтями и несколькими зубами во рту. Баба-Яга – персонаж неоднозначный. Чаще всего она выполняет функции вредителя с ярко выраженными наклонностями к каннибализму. Однако при случае эта ведьма может добровольно помочь храброму герою, расспросив его по паре в бане и одарив волшебными дарами. Известно, что Баба-Яга живет в глухом лесу. Там стоит ее избушка на курьих ногах, окруженная чистоколом из человеческих костей и черепов. Иногда говорилось, что на калитке к дому Яги вместо запоров руки, а замочной скважиной служит маленький зубастый рот. Как и западноевропейские ведьмы, Баба-Яга умеет летать. Для этого ей требуется большая деревянная ступа и волшебная метла. С Бабой-Ягой часто можно встретить животных – черного кота или ворону, помогающих ей в ведьмовстве. Происхождение имени Баба-Яга неясно, возможно, оно пришло из тюркских языков, возможно, образовано от старосербского «яга» – болезнь. Баба-Яга встречается даже в западных комиксах, например, «Хеллбой» Майка Миньолы. В
первом эпизоде компьютерной игры Quest for Glory Баба-Яга – главный сюжетный злодей. В ролевой игре Vampire the Masquerade Баба-Яга – вампир клана Носферату. Дух, живущий в банях, обычно представлялся в виде маленького старичка с длинной бородой. Как и все славянские духи, проказлив. Если люди в бане поскальзываются, обжигаются, падают в обморок от жары, шпарятся кипятком, слышат треск камней в печи или стук в стене, все это проделки банника. По-крупному банник вредит редко, лишь когда люди ведут себя неправильно. Например, моются в праздники или поздно ночью. Гораздо чаще он помогает им. У славян баня ассоциировалась с мистическими жизнетворными силами. Здесь часто принимали роды или гадали. Как и других духов, банника прикармливали, оставляли ему черный хлеб с солью, либо зарывали под порогом бани задушенную черную курицу. Существовала и женская разновидность банника – банница или абдериха. В банях также жила шишига, злой дух, показывающий только тем, кто идет в баню, не помолившись. Шишига принимает образ знакомой или родственницы, зовет человека с собой париться и может запарить до смерти. Живые мертвецы, поднимающиеся из могил, как и любые другие вампиры, вурдалаки пьют кровь и могут опустошать целые деревни. В первую очередь они умерщвляют родных и знакомых. Подобно алконосту, божественная женщина-птица, основная функция которой – осуществление предсказаний. Хорошо известна присказка «Гамаюн – птица вещая», также умела управлять погодой. Считалось, когда Гамаюн летит со стороны восхода, следом за ней приходит буря. Полулюди с одним глазом, одной ногой и одной рукой. Чтобы двигаться, должны были сложиться пополам. Живут где-то на краю света, плодятся искусственно, выковывая себе подобных из железа. Дым их кузнец несет с собой мор, оспу и лихорадки. В самом обобщенном представлении домашний дух – покровитель очага, маленький старичок с бородой, либо весь покрытый волосами. Считалось, что у каждого дома есть свой домовой. В домах их редко называли домовыми, предпочитая ласковое «дедушка». Если люди устанавливали с ним нормальные отношения, кормили и считали его членом своей семьи, то домовой помогал им выполнять мелкую работу по дому, следил за скотом, караулил хозяйство, предупреждал об опасности. С другой стороны, разозленный домовой мог быть очень опасен. Ночью щипал людей до синяков, душил их, губил лошадей и коров, шумел, бил посуду и даже поджигал дом. Считалось, что домовой жил за печкой или в конюшне. Знакомый нам с детства образ – красивая птица с яркими ослепительными огненными перьями. Традиционное испытание для сказочных героев – добыть перо из хвоста этого пернатого. Для славян жар-птица была скорее метафорой, чем реальным существом. Она олицетворяла огонь, свет, солнце, возможно, знание. Ее ближайший родич – средневековая птица Феникс, известная и на Западе, и на Руси. Злой дух, предстающий в образе маленькой уродливой старушки. Если кикимора живет в доме за печкой или на чердаке, то постоянно вредит людям. Шумит, стучит в стены, мешает спать, рвет пряжу, бьет посуду, травит скот. Иногда считалось, что кикиморами становились умершие без крещения младенцы, либо кикимору могли напускать на строящийся дом злые плотники или печники. Кикимора, обитающая на болоте или в лесу, приносит гораздо меньше вреда, в основном лишь пугает заплутавших путников. Один из хорошо известных нам старославянских отрицательных персонажей, обычно представляемый в виде худого скелетообразного старика с отталкивающей внешностью. Агрессивен, мстителен, жаден и скуп. Бесспорно, Кощей владел очень сильной магией, сторонился людей и часто занимался излюбленным для всех злодеев в мире делом – похищал девушек. Фирменной особенностью Кощея было бессмертие, причем далеко не абсолютное. Как мы все помним,
На волшебном острове Буяне стоит большой старый дуб, на котором висит сундук. В сундуке сидит заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце волшебная игла, где спрятана смерть Кощея. Его можно убить, сломав эту иглу. Лесной дух – защитник животных. Выглядит как высокий мужчина с длинной бородой и волосами по всему телу. По сути, не злой. Ходит по лесу, оберегает его от людей, изредка показывается на глаза, для чего умеет принимать любой облик – растения, гриба, животного или даже человека. Лешего можно отличить от других людей по двум признакам. Его глаза горят волшебным огнем, а обувь надета задом наперед. Иногда встреча с лешим может закончиться плачевно, заведет человека в лес и бросит на съедение зверям. Однако те, кто уважительно относится к природе, могут даже подружиться с этим существом и получить от него помощь. Дух зла, неудачи, символ горя. Относительно облика лиха определенности нет. Это либо одноглазый великан, либо высокая худая женщина с одним глазом посреди лба. Лиха часто сравнивают с циклопами, хотя кроме одного глаза и высокого роста у них ничего общего. В славянской мифологии русалки – разновидность проказливой нечисти. Ими становились утопленницы, девушки, умершие недалеко от водоема. Глаза таких русалок горят зеленым огнем. По своей натуре они существа гадкие и злые, хватают купающихся людей за ноги, тянут под воду, либо заманивают с берега, обвивают руками и топят. Бытовало поверье, что смех русалки может вызывать смерть. Следует также упомянуть водяницу. Разновидность русалки – крещенную утопленницу, не принадлежащую к разряду нечисти, а потому сравнительно добрую. Водяницы любят глубокие омуты, но чаще всего селятся под мельничными колесами, катаются на них, портят жернова, мутят воду, вымывают ямы, рвут сети. Считалось, что водяницы были женами водяных, духов, предстающих в облике стариков с длинной зеленой бородой из водорослей и рыбьей чешуей вместо кожи. Водяной живет на большой глубине в омутах, командует русалками и прочими подводными обитателями. Считалось, что он разъезжает по своему подводному царству верхом на соме, за что эту рыбу в народе иногда звали «чертова лошадь». Водяной по своей натуре не злобен и даже выступает покровителем моряков, рыбаков или мельников, однако время от времени любит пошалить, утащив зазевавшегося купальщика под воду. Со временем образ водяного как покровителя рек и озер изменился. Он стал рассматриваться как могущественный морской царь, живущий под водой в шикарном дворце. Из духа природы водяной превратился в эдакого волшебного самодура, с которым герои народного эпоса могли общаться и заключать соглашения и даже побеждать его хитростью. Персонаж поздних славянских легенд, сложный образ, сочетающий черты птицы, злого волшебника и богатыря. Соловей-разбойник жил в лесах под Черниговом, около речки Смородины, и в течение 30 лет сторожил дорогу в Киев, никого туда не пропуская, оглушая путешественников чудовищным свистом и ревом. У соловья-разбойника было гнездо на 7 дубах, однако в легенде также говорится о том, что у него имелся терем и 3 дочери. Былинный герой Илья Муромец не испугался супостата и выбил ему глаз стрелой из лука, причем во время их боя свист соловья-разбойника повалил весь лес в округе. Богатырь привез пленного злодея в Киев, где князь Владимир ради интереса попросил соловья-разбойника посвистеть, чтобы проверить, правду ли говорит молва о суперспособностях этого злодея. Соловей, конечно же, свистнул, да так, что чуть не разрушил половину города. После этого Илья Муромец увез его в лес и отрубил голову, чтобы больше такое безобразие не повторялось. Перечислять всех сказочных существ славян очень сложно. Большинство из них изучены очень слабо и представляют собой местные разновидности духов – лесных, водных или домашних. Вообще, обилие нематериальных существ сильно отличает славянский бестиарий от более приземленных собраний монстров из других культур. Среди славянских монстров очень мало монстров как таковых.
Наши предки вели спокойную, размеренную жизнь, и поэтому существа, которых они себе придумывали, были связаны с элементарными стихиями, нейтральными по своей сути. Если они и противостояли людям, то по большей части лишь охраняя матушку природу и родовые традиции. Истории русского фольклора учат нас быть добрее, терпимее, любить природу и уважительно относиться к старинному наследию предков. Последнее особенно важно, ибо старинные предания быстро забываются, а вместо таинственных и озорных русских русалок к нам приходят диснеевские принцессы. Не стыдитесь изучать славянские легенды, особенно в их изначальных, не адаптированных для детских книг вариантах. Наш бестиарий архаичен и в каком-то смысле даже наивен. Однако мы можем им гордиться, ведь он один из самых древних в Европе.